Итак, друзья, снова всем привет из Вьетнама. Ну, как вы уже поняли, я не у себя в студии сегодня. Я сегодня в гостях у своего друга, которому я делал аквариум 2 года назад. Так как мой друг был очень занят работой и часто уезжал в командировки, у него не было времени ухаживать за этим аквариумом. И все 2 года в этом аквариуме не менялась вода, не постригались растения, не добавлялись бактерии, а также все 2 года не чистился фильтр внутри. И сегодня я пришел на помощь, чтобы оживить этот аквариум, сделать глубокую чистку и привести его в порядок. Ну давайте посмотрим на аквариум поближе. Итак, вот над чем сегодня нам придется поработать. Этот аквариум 90 сантиметров в длину, 50 в высоту и 40 сантиметров в ширину. Сейчас на экране появится фотография 2 года назад, когда этот аквариум я только сделал и как он выглядел. К моему огромному удивлению, несмотря на то, что за аквариумом не ухаживали 2 года, почти все растения сохранились. И многие из них очень хорошо разрослись и стали просто гигантскими. Вот посмотрите на это растение. Это что-то типа валеснерии. Вот этот куст сегодня я выдерну и пересажу его назад. Некоторые анубия смотрятся больным, но большая его часть вполне хорошо сохранилась. Некоторые листики я обрежу, которые покрыты водорослями, либо которые желтые. Оставлю только хорошие листики. Вот этот анубия смотрится очень неважно. И вот посмотрите, сколько грязи скопилось, сколько отходов. Рыбы, конечно же, все уже умерли, рыбы не выжили. Улиток я пока не видел. Надеюсь, что некоторые улитки сохранились. К моему глубокому удивлению, даже мох вот здесь сохранился, и он все еще пытается расти. Сзади эхинодорус растет. Вон там выход фильтра. Выход воды из фильтра, и он практически еле-еле работает, уже напора совсем практически нет. Я боюсь себе представить, что внутри фильтра творится, какая колония бактерий там проживает. Грязи, наверное, там столько, но мы с вами это скоро увидим. Камни также заросли водорослями, грязью, я их также буду хорошенько все прочищать. Соберу всю грязь с поверхности. Только переднюю часть грунта я хорошо просифоню. Сзади я только буду сифонить сверху. Сам грунт внутри я трогать не буду. Дополнительного субстрата добавлять я тоже не буду. Мы не договаривались, что я буду обновлять каким-то образом этот аквариум. Только глубокая чистка его. То есть субстрат мы добавлять не будем. Я только буду, скорее всего, несколько раз 100% менять воду, заново ее набирать. Потому что чистка предстоит долгая. И вы только посмотрите, я думаю, что вы заметили на фотографии 2 года назад, каким маленьким был эхинодорус. Я его посадил 2 кустиками, вот здесь и вон там. И вы только посмотрите. Такого эхинодоруса у меня лично никогда не было. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Посмотрите на эти листья. Они просто гигантские. Они больше, чем моя ладонь. Некоторые из них подсохли, скорее всего, из-за кондиционера, потому что здесь кондиционер прямо над аквариумом. Либо из-за того, что, конечно же, за аквариумом долгое время не ухаживали. Видимо, не хватает микроэлементов для роста. Но все равно. Я думаю, что даже... Ну вот этот совсем листик плохой, поэтому его я обрежу. Но большую часть я сохраню, потому что он мне очень нравится. Я бы такой себе эхинодорус очень хотел. И посмотрите, как он смотрится внутри аквариума. Огромными стеблями, жесткими, большими, такие 2 огромных куста растет.
Очень круто смотрится. Ну что, пора привести этот аквариум в порядок. Предстоит много работы, но очень хочется увидеть результат после. Поехали! Итак, мои инструменты на сегодня: ножницы, пинцеты, зубная щетка, вот такие две чистилки для стекла, сачок, вот такая трубка. Вот этот шланг я буду использовать для слива воды с вот таким наконечником, чтобы можно было засосать только грязь. А вот этот большой и длинный шланг я буду использовать для набора воды в аквариум. Большое ведро. А также у меня есть жидкости, все необходимые, которые мы зальем в аквариум, бактерия и кондиционер для воды после чистки. Итак, воду я спустил до уровня входа воды в фильтр. Ниже я спускать не буду. Я хочу фильтр все это время, чтобы продолжал работать и засасывал всю грязь, которая поднимается. Сейчас я почищу стекло и наберу опять 100% воды и буду опять спускать, опять чистить. Погнали! Стекла почищены со всех сторон. Теперь набираем воду в полный аквариум и начинаем чистить еще раз. Смотрите, кого я только что увидел. Здесь, оказывается, есть живая рыба. Это из семейства сомовых, я думаю. Если кто-то знает название, напишите в комментарии. Так что в этом аквариуме все еще есть жизнь. Я думаю, что свежая вода потекла. И эта рыбка сразу вылезла наслаждаться свежей водичкой. Ну что, ждем, когда наберется опять полный аквариум. Будем сливать снова.
Итак, растения пострижены. Большую часть эхинодоруса нашего гигантского я обрезал, самые сухие плохие листья. И надеюсь, он опять заново начнет расти. Ну что, почти готово. Сейчас я добавлю немножко песка в переднюю часть для декорации. Дождемся, когда вода наберется. После этого начнем чистить фильтр. Ой, боюсь я его открывать. Что мы там увидим? Итак, друзья, здесь, конечно, творится что-то ужасное. 2 года, немытый фильтр. О, столько грязи. Ил, настоящий ил. Вау, вон там. Это все нужно нам промыть. Я только слегка промыл все эти губки в той же воде, которая была слита из аквариума, чтобы сохранить максимальное количество бактерий. Вот здесь 3 отсека. Здесь губка. Вот такая, губки я тоже не менял. Здесь губка вот такая. И вон там уголь в мешках, также для фильтрации. Здесь губка вот такая, шарики вот такие, тоже для фильтрации. Здесь губка вот такая пластиковая и керамика. Все максимально, бактерии все попытался сохранить. Вот так выглядит ведро после чистки. То там на дне, наверное, куча ила. Все, теперь нужно воду вот здесь заменить, собрать обратно и запускать. Ну что, друзья, чистка завершена, фильтр запущен, помыт, песок добавил. Теперь остается добавить кондиционер для воды, бактерию. И я вернусь через 2 дня и посмотрим на финальный результат, когда вода будет снова прозрачная.